dance electric vibes, here we go. Feel the energy rush in the video flow, creating magic, making memories. You gotta know. Привет, привет, мои любимые девочки. Добро пожаловать в мой новый влог. Я сейчас собираемся с мужем на день рождения к нашему другу, и я пока такая красивая, решила показаться вам. Очень мне нравится это платье. Мы его покупали вместе с вами в Zara, мне кажется, в феврале. Мне кажется, я на 14 февраля его надевала. Да, точно. Вот, и сейчас тоже с босоножками. Очень красиво. Нанесла немножечко масла на ноги, чтобы они блестели. Каблучки мои на Ламоде покупала в прошлом году. В общем, такая легкая укладка, как обычно, просто кончики подкрутила. Такой у меня образ. Сейчас покажу масло. Обожаю его. Оно у меня уже много лет. Оно просто нескончаемое. Обычно я его использую в отпуске к ужину. Когда немножко, так, знаете, наряжаюсь, загаром очень красиво смотрится. Сейчас, конечно, загара нет, но все равно красиво блестят. Вот такое. Я даже не помню, сколько лет назад я его покупала. С ним все в порядке. Оно, кстати, очень приятно пахнет. Конечно, тут срок после использования 12 месяцев, но признаюсь, что иногда делаю исключение, потому что с ним вообще ничего не происходит. Он также приятно пахнет, и я его использую только на ноги. На руки не очень люблю, потому что, знаете, липнут волосы. А вот когда загорелая кожа, просто невероятно. Ну вот летом. Или когда просто хочется добавить немножечко блеска. Можно нанести на ключицы, тоже будет очень красиво. Но я обычно только на ноги. Поэтому расход у него просто минимальный. И сумочка моя сюда хорошо подходит. Кстати, так мне нравится этот комплект. Моя красивая подвеска от бренда APM, помните? И серьги. Серьги как надела, то я не снимаю ни разу. Они просто такие очень минималистичные и ко всему подходят. Все, девочки, побежала. Так, девочки, быстрая распаковка с Алиэкспресс. Так забавно. Первый раз получала на этом отделении, потому что заказывала уже на свой новый адрес. В общем, очень быстро пришла. Здесь у меня сумочка. Мы когда были в Польше, мне очень понравилась на сайте у бренда COS сумка. Она из натуральной кожи. Я видела только на сайте, вживую не видела, но, к сожалению, ее не было в наличии. Такой пельмешек. И она у меня что-то не выходила с головы. Я все смотрела, она до сих пор не появилась. И думаю, закажу на Алиэкспресс. Если мне понравится такая форма, то потом поищу. Или когда появится на сайте, закажу. Ну, у нас просто COS, к сожалению, не доставляют в Беларуси, просто я думала, когда в Польше была, мне бы что уже пришла, я бы ее носила, ну, в общем, не важно. Очень быстро пришла. Ой, так она хорошенькая такая. Смотрите, какая милашка. Такой пельмешек. Красивый такой цвет. Молочный, кремовый какой-то такой. Есть длинный ремешок, но он вообще не нужен. Его, в принципе, достать можно. Такая прикольная, очень хорошенькая. Сейчас покажу поближе. Такой вот пельмешек. Мне, в принципе, он не нужен часто, я думаю. Но вот под летние образы что-то такое абсолютно легкое. Побаловаться, знаете. Очень хороший размерчик. Такой красивый цвет. Я как раз сейчас жду мужа. Он тут рядышком пошел в банк. А мне нужно было на почту. И представляете, оказалось, что почта здесь же. Поэтому я быстренько забрала. Очень хорошенькая. Ну, как бы такая кожа, не очень толстая. Ну, эко-кожа. Но для баловства сделана она, по-моему, прекрасно. И выглядит хорошо. Ставлю ссылочку. Было много цветов, по-моему. Но это не точно, я уже забыла. Я вообще забыла. Думаю, что это ко мне пришло. А это сумка. Ну вот такие сумочки на ремешке мне, конечно, уже не очень нравятся. А вот именно чтобы в руке носить, очень женственно и красиво. Так что вот сейчас жду мужа, поедем домой за Бонечкой и повезем ее на чистку зубов. Если честно, волнуюсь очень, просто все последние дни. Ой. Ну там вроде как быстро нам должны ее отдать, там минут 20, наверное, вся процедура. И там пока она проснется, там часа через 2, в общем, в общей сложности часа 2 нам сказали. Вот, поэтому... Я думаю, что это будут такие долгие 2 часа. Но надеюсь, что все придет хорошо, она проснется и будет хорошо себя чувствовать. Вот.
но все равно тревожность, конечно, есть. Вы знаете, это маленькое тельце, 3 килограмма, то есть маленькая собачка. Наркоз — это не витаминки, но нужно удалить зубной камень, который образовался. Вот поэтому, как бы я там ни старалась ухаживать, все равно это, конечно же, не то со временем. Поэтому вот так. Так что завтра Бонни будет зевать со своей ослепительной улыбкой. Вот, ну, нам говорили, что сегодня, ну, вообще в течение суток полностью выходит наркоз. Выходит наркоз, можно так сказать? Ну, в общем, вы поняли. И через пару часов уже буквально она должна начинать чувствовать себя лучше. Но вообще такая вот вялость, это в течение суток абсолютно нормально. Но все равно, знаете, такое тревожное состояние. О боже, как жарко. Все, девочки, буду охлаждаться. Привет, мои любимые девочки. Добро пожаловать в мой новый влог. Сегодня у нас пятница. Я всю неделю вам ничего не снимала, поэтому этот влог у нас тоже будет максимально домашним. Мы недавно с мужем вернулись из Лиды. Сегодня у меня была подача на визу. Кстати, у нас сегодня, девочки, весь день был ливень, просто ужасная погода. И когда я достала камеру, вышло солнце. Это просто прекрасный, хороший знак. Сейчас муж вернется с Wildberries, заберет мои заказы, вместе с вами распакуем. Там, если честно, даже уже не помню, что я там жду, но посмотрим. Сегодня у меня была в 8:30 утра подача на визу в Лиде. Мы встали в 5 утра с Бонечкой, все собрались, выехали, сейчас вот вернулись домой. Зашли в магазин продуктовый за лидским пирогом, как же я его обожаю. Мы когда переехали, если честно, я очень скучала по нашей лидской молочке, потому что у нас очень вкусное молоко, вот это вот Мелида. Я в Минске так его не нашла, хотя мне девочки писали, где его можно купить, но, если честно, я просто обычно не пью молоко. Ну, прям вот, не знаю, когда в Лиде жили, я еще могла, ну, знаете, там несколько раз в год с чем-то, типа с картошечкой жареной. Боже, как я хочу жареную картошку, кстати говоря, сегодня, наверное, пожарю. Очень редко я такое ем, очень редко я такое делаю, но когда есть молоко, вот оно реально очень вкусное, прям такое, которое можно выпить. И сметана, боже, наша лидская сметана, она просто самая лучшая, она такая жирная, она прям, вот видите, ну, она реально, она тоже очень вкусная, салатик с огурчиками, с помидорчиками, просто супер. Может быть, драники приготовлю, в общем, мне хочется чего-то такого. Но и вообще очень давно почему-то, хотя у меня муж часто ездит в Лиду по работе, но как-то я не прошу его купить, как-то уже, знаете, забыли, и покупаем мы теперь Брест-Литовское. Обычно сметану и молоко, там кефир, если Саша хочет. Ну, я к молочке очень равнодушна, я очень прям редко, но вот мне так... Знаете, когда нет, вот тогда скучаешь. И вот когда мы переехали в Минск, получается, уже почти 3 года назад, первые, наверное, полгода мы постоянно приводили с Лиды, потому что хотелось, а потом как-то уже все. Вот, ну сегодня я тоже захотела. Но лидский пирог, опять же, когда ты живешь в этом городе, тебе вообще на него все равно. Но когда ты не можешь его пойти купить в свободном доступе, тебе его очень хочется. Поэтому тоже муж зашел в магазин, купил лидский пирог, и я сегодня вечерком с чайком, сейчас, может быть, поджарю картошку с молочком, знаете. Так мне прям вкусно. А вечером еще себе порежу пирожок, заварю чай, это очень-очень вкусно. В общем, я в предвкушении. Я тут в своей домашней пижаме, меня простите. Что-то я там, по-моему, снимала вам немножко кусочков о том, что идем чистить зубки Бонечки. Так вот, все прошло у нее прекрасно. Сегодня уже пятница, во вторник или в понедельник? В понедельник у нее была эта чистка. Все супер, дыхание шикарное, зубного камня нет. В общем, зря я волновалась, все прошло отлично. Новый телевизор, точно такой же, как у нас в спальне. Все в порядке, девочки, мужа не укачивает. Это только первый день что-то у него там, что-то он посмотрел, какое-то видео с резкими переходами, и его укачало, я вам рассказывала, делилась. Но в итоге мы проверили, потом несколько еще дней потестировали, все хорошо. Поэтому точно такой же купили и в гостиную. Завтра уже, наверное, будем вешать. Тут коробка большая, но на самом деле он не такой большой. Здесь 55 дюймов. 138 сантиметров. Ну, в общем, все, что я о нем могу вам сказать, написано, собственно, на коробке. Поэтому завтра повесим. И очень хочу коврик.
Тут еще немножко развалины. Надо какой-то коврик выбрать. Вспомнила, что хотела вам кое-что показать, поэтому перебежала в ванную, чтобы не забыть. В общем, мы недавно встречались с моей подружкой, и я смотрю, у нее так сильно изменились ресницы, знаете, просто какие-то... Они, во-первых, очень подкрученные, но она делает ламинирование, и поэтому я у нее спросила, ты сделала ламинирование? Она говорит, нет, давно не делала, а у нее прямо ресницы до бровей. Я говорю, что с твоими ресницами? Она, в общем, мне рассказала. Я, на самом деле, видела много раз, что блогеры рекомендовали... Нет, по-моему, обычно вирусита что-то другое, тоже там, как же называется, X-Lash, да? X-Lash. А здесь топ-лаш. Его постоянно рекомендует бьюти-блогер Наталина. Я ее очень люблю еще со времен, когда очень были популярны обзоры косметики. Я смотрела ее, она прям такой одна из первых, скажем так, таких вот блогеров, кто начал снимать вот прям макияжи, когда это было очень популярно. И она постоянно использует эту сыворотку. У нее очень красивые ресницы. Она, по-моему, не гормональная. В общем, на моей подружке сработала невероятно круто, поэтому я в этот же день, как только ее увидела, заказала тоже себе на Озоне. И вот пользуюсь уже, наверное, несколько дней. Так что мое до. Нет, на самом деле у меня нормальные ресницы, ну, как бы такие стандартные. Но у нее они прям, знаете, ну, сильно, настолько колоссальная разница, что я просто сама заметила. Не то, что мы там начали разговаривать, а я прям смотрю, что с твоими ресницами. Очень прикольно. Так что, не знаю, вроде бы, ну да, не вроде бы, а на брови тоже можно. Я помню, знаете, я как-то раньше использовала какое-нибудь масло, там, репейное или касторовое, тоже для укрепления ресниц. Но я от масла просыпалась, знаете, такой отекшей, то есть... как будто бы такие немножечко заплывшие глаза. Поэтому я не очень любила использовать какие-то подобные продукты, потому что вот у меня, как правило, что-то не то, был какой-то легкий отек по утрам. Здесь ничего нет, все супер. Так что ждем красивые ресницы. Так, девочки, доставка свеженькая с Wildberries. Здесь у меня лестница для Бонечки. Я вам показывала, по-моему, в прошлом влоге новую лестницу для спальни. Мы заказали новую дорогу. Ой, отлично. Такая же, как на картинке, я уже вижу. Она, видите, такая немножечко как барашек. Как эта ткань называется. Вы поняли. Очень хорошо выглядит. Под диван, конечно, по цвету она чуть теплее, но... Не думаю, что она будет что-то получше. Мне на визуально очень понравилось. Какая красивая. Неплохо, да? Блин, по цвету, конечно, вообще особенно в жизни не так разнятся цвета, а на камере я смотрю прям вообще. Блин, и что делать? Не знаю, найду ли что-то лучше. Но вот на камере она прям сильно светлее, в жизни немножко не так. И на камере диван серый, а лестница прям сильно такая бежевая, но в жизни немножко по-другому. Не знаю, что делать. Наверное, я не хочу возвращать загвоздка. Но на камере прям сильно она отличается. Ну, очень хорошенькая такая. Девочки, я подумала и решила, что, наверное, я все-таки ее верну и закажу точно такую же, но другого цвета, потому что она, видите, прям кремовая, а еще есть молочный оттенок. И мне кажется, что молочный подойдет мне получше. Конечно, так сложно на картинке, потому что у них тоже, я так понимаю, в фоторедакторе нарисован цвет, потому что, видите, на всех картинках одинаковые. Ну, хотя, кто его знает, насколько тут правда. Но вот такой цвет мне подошел бы больше. Ну, посмотрим. Это все-таки верну. Сейчас я ее сразу сложу, отнесу. Перезакажу новую. Так что да, лестницу все-таки верну, заказала другую. Что здесь у меня? Ой, это вообще не мое, это что-то моего мужа. Бонины пеленки. Мне вот эти очень нравятся, я их постоянно покупаю. Это для моего массажа. Я же хожу на этот массаж Айкон. У меня, девочки, было уже 4 процедуры. Очень нравится. Я раньше когда-то ходила на аппаратный массаж. Еще, наверное, лет 5 назад, если не больше, на LPG. Я что-то его вообще не поняла.
А вот Айкон прям классный. Знаете, прям уже вижу, как подтягивается кожа. Конечно, насчет там качества тела, оно от любого массажа, если его регулярно делать курсом, оно точно станет лучше. Ну, то есть уходит вода, уходит отек, качество кожи классное. Но вот Айкон мне прям по ощущениям очень нравится. Знаете, прям так классная, качественная проработка кожи. И я заказала для себя новый костюм в черном цвете, потому что мне там в медицинском центре, куда я хожу, там это все продается и тоже можно купить. У меня в белом цвете, а я увидела на Wildberries, мне попался в черном, я думаю, закажу. Все равно мне еще ходить, еще как минимум я хочу сделать 10 процедур. Ну и потом на поддерживающие тоже буду ходить, поэтому пускай будет. Потому что я, бывает, знаете, что-нибудь подснимаю, и в белом не так комфортно, как в черном. Так что оставлю. Пойду на массаж в нем стеклом. У меня это самый настоящий расходник, я не знаю. Иногда каждую неделю меняю стекло, потому что я, вы знаете, я блогер, я снимаю много на телефон, и у меня штатив где только не стоит, и часто он падает, телефон. Поэтому без стекла защитного это вообще не моя история. Ну, ладно, каждую неделю-то, конечно, я уже, наверное, приукрасила, хотя раз на раз не приходится. Но раз в месяц точно я меняю это стекло. А расческа, не понимаю, почему я до сих пор ее не заказала. Я часто делаю какой-то гладкий хвост, и мне такая была нужна. Она вообще копейки стоит. Она вот хорошо именно приглаживает. И когда вы наносите, сделаете гладкий хвост, наносите какой-нибудь там воск, да, на волосы, чтобы тоже пригладить. Вот так вот прям хорошенько сглаживает все мелкие волосюшки. Ну, в общем, такая расчесочка. Боже, какая у меня прическа теперь шикарная, что я сделала. Вы поняли. Так, шапочки для душа, потому что мои заканчиваются. Я вам говорила, да, вместо пищевой пленки на тарелку использую. Что здесь? Кокосовое масло. Мы готовим на кокосовом масле уже, наверное, 3-й год. Я постоянно покупаю вот такое. Он как раз заканчивается. Очень долго хватает делать его. Я жарю только на нем. Вот такое. Постоянно покупаю на Wildberries. Вот мое. Единственный минус для меня, оно, ну, знаете, постоянно такая банка немножко жирноватая. Поэтому у меня всегда какая-то салфеточка лежит, я ставлю на салфетку. Вот. Но его, к сожалению, никуда не перельешь, потому что оно твердое. Так что сразу в запас. У меня тут уже совсем чуть-чуть. Когда немножко остается, я сразу покупаю новую баночку. И у меня здесь еще очень классный контейнер, который я вам тоже уже показывала. Мне так он понравился, что я такой же заказала для муки. Сейчас я вам его покажу еще раз. Просто наводила уже порядок в шкафчик и смотрю, чего мне не хватает. В общем, такой контейнер. Впервые я его заказала для таблеток, для посудомоечной машинки. То есть вот прям такой же формы. Потом, здесь еще медная ложечка. Потом второй я заказала такой же для капсул для стирки в постирочную. И сейчас я подумала, что для муки тоже будет супер. Потому что он очень удобно открывается, закрывается. В принципе, такой качественный ящик. Очень, ну, действительно, мне прям нравится. И я взяла на 2,8 литра, но там, по-моему, есть намного больше. Я решила, что пересыпать сюда муку будет супер удобно. Обычно я покупаю муку там 2 килограмма, поэтому мне более чем будет достаточно. Потому что, знаете, когда хранишь просто в этом в бумажном пакете от муки, она постоянно рассыпается, когда я открываю, что-то я просто пересыпала и все. Кстати, еще думаю, что мне такой нужен для соли, для ванн. Пересыпать, чтобы не в пакете. Так что вот такая вот небольшая распаковка. Пойду жарить картошку. Девочки, новый день, доброе утро. Сейчас покажу, чем я занималась вчера вечером. Я тут продолжаю организовывать пространство под себя, как мне удобнее, пробую разные варианты. И вчера я занялась переорганизацией этого ящика. Он на самом деле довольно большой и глубокий, очень удобный. И я вам говорила, что я буду краситься здесь, потому что мне так удобно. С этой стороны у меня, собственно, так и стояло. Ну, вернее, только по-другому это выглядело. Я прошу прощения за унитаз, надеюсь, он вас не смущает. У меня здесь и стоял мой уход.
но стоял немножечко по-другому, не совсем, может быть, удобно. Но я как только переехала, сразу, знаете, так расставила, и просто по-быстрому нужно было как-то все организовать для себя. Вот, но вчера уже добралась и сделала, как мне нравится. Здесь у меня уход, который я использую, салфеточки. Вы постоянно спрашиваете про эту салфетницу, девочки, на Wildberries очень много разных цветов. Давно ее покупала, она очень удобная, и она такая гибкая, поэтому поместится куда нужно. Мои любимые салфетки, вы знаете, что я использую вот такие вот хлопковые полотенца одноразовые. Такие салфеточки, они довольно толстые, достаточно одной, очень хорошо впитывают влагу. Как только я их попробовала, другие, обычные бумажные, уже не могу возвратиться к ним. Очень мне, в общем, нравится, удобно. Хватает надолго, потому что, повторюсь, достаточно только одной. То есть у меня в день уходит 2 таких полотенчика с утра, когда я умываюсь, и вечером. И как только я ее использую, еще обязательно протру и кран, и раковину, потому что они хорошо впитывают, реально удобно. Здесь у меня мусорка, тоже очень удобно, потому что эти полотенца нужно куда-то девать. Я так, знаете, ватные диски сюда складываю, использованные какие-то ватные палочки ушные. Здесь я поставила свои крабики различные, которые я использую. Там какие-то маски у меня сзади стоят. Ну и, собственно, сам уход, которым я пользуюсь, какие-то дезодоранты. Там один крем для тела, остальные кремы у меня стоят в другом месте. В общем, такое. Все первая необходимость. А здесь у меня стояли мои средства для душа, маски, шампуни. Ну, я подумала, что так мне будет удобнее, потому что крашусь я здесь, умылась, нанесла уход и сразу накрасилась. Кажется, что косметики так немного, но раньше у меня просто был целый комод, у меня по категориям лежало, знаете, все так расставлено, чтобы я все видела. Все мои помады, блески, карандаши, тональные средства. Вы видите, что у меня их довольно много. Сейчас, кстати, вместе с вами накрасимся, почему бы и нет. Какие-то палеточки, и здесь палеточки. Ну, в общем, все прекрасно поместилось. Единственное, я бы хотела вот сюда поставить свои кисточки, потому что они не помещаются. Здесь не так много места, и стаканчики с кистями сюда не становятся. Поэтому мне нужно что-то такое более, какое-то, не знаю, прямоугольное что-то. Мне не хочется ничего придумать, не хочется ничего там сооружать своими руками. Хочется сразу какой-то такой вот, типа, стакан-контейнер. Ну, аккуратно, чтобы это выглядело, и чтобы я сюда это так все поставила и закрывала, чтобы они у меня не пылились. В целом мне очень удобно. Я здесь покупала себе пуф, но я купила слишком большой, и мне не очень удобно, поэтому просто куплю какой-то обычный такой, знаете, маленький. Вот, я буду здесь садиться и краситься, когда мне будет нужно. А здесь на комодике это, собственно, в принципе, косметичка на каждый день. Когда мне захочется накраситься в другом месте, это как бы все такое собрано, чем я пользуюсь каждый день, но я люблю использовать разные продукты, поэтому это такое первой необходимости, скажем так. Все равно я люблю каждый раз новые румяна добавить или новый какой-то блеск, ну, в общем. Поэтому, да, вчера помыла свои кисточки. Так вот, хотелось бы мне что-то такое более плоское, чтобы поставить кисточки туда. Беру с собой свое зеркальце, ставлю туда и, собственно, крашусь. Пока соберем косметику, которой я буду делать макияж сегодня. С тоном, девочки, это просто какой-то капец. Вы видите, что у меня большая коллекция. В основном это какие-то люксовые продукты, потому что я люблю именно люксовые тона. Но, боже, я как купила вот этот Клавью, все. Это какой-то, просто, знаете, мне уже даже скучно, потому что я его так люблю. Он такой классный, он всегда так хорошо ложится. У меня, кстати, это уже вторая баночка. Мне одного рефила хватает где-то на месяц. Вот, поэтому на 2 месяца получается вот такой коробочкой. У меня и запас есть, и вот еще и рефил запасной, и новая баночка с 2 рефилами. В общем, уже второй раз покупаю эту баночку. Такой классный, ну просто в оттенке 23. Он светленький 23, но немножечко подстраивается под тон кожи. Конечно, когда уже прям сильно загорело, то точно нет. Но еще один оттенок, там их всего 2. Так вот, второй посветлее, он прям очень белый. Его вот не советую. Мне кажется, вот 23 супер универсальный всем, ну, большинству девушек подойдет. Значит, сегодня он тоже будет у меня. Не хочу даже ничего другого. У меня были попытки просто. Я много тонов разных люблю, но вот не хочется. Пока вот только он. Мой любимый консилер. Сегодня тоже будет он. Дальше по румянам. Что у меня здесь? Вчера у меня были Road. Очень люблю в оттенке Freckle. Как-то так он называется, кажется. Сегодня хочу... Обожаю кремовые текстуры. Вот. Кстати, девочки, мне Люкс Визаж прислали свои новинки.
Это такие тинты. 3 в одном. Можно использовать на губы, на щечки вместо румян и, ну, например, на глазки какую-то там коррекцию делать. Обалденные, если честно, вообще крутые. Давайте сегодня им накрасимся. Хочу коричневый. Он кажется такой темненький, но он очень легко тушуется, вообще ничего не размазывается. Он вообще супер бюджетный, реально классный. Молодцы, вот горжусь просто нашими белорусскими продуктами. Там у них много оттенков. Сегодня вот у меня будет 305, сейчас покажу вам сводчик. Так, что мне здесь еще, что мне нужно? Давайте сразу по местам свои румяна положим. Так, коррекции особо никакой делать не буду, кроме румян. Что еще я еще использую? Боже, заказала новую тушь, но на Wildberries, но не пойду сейчас за ней, завтра попробуем. Ну, наверное, остальное... Так, надо все по местам разложить, а то у меня тут косметички накопилось тоже. По губкам тоже чаще всего сейчас у меня Kiko Tint в оттенке 107. На центр губ хочу... Что на центр губ хочу? Наверное, Clarins. Вот этот мне очень нравится в оттенке 06. Так, пудрочка мне пока не нужна. Хайлайтер. Ну, давайте. Раз уж я сегодня крашусь с вами, давайте и хайлайтер. Так. Хеймиш обожаю. Пока самое лучшее, которое смывается именно как чулки, вы уже знаете. Ну что, наверное, все. Если что-то добавлю, то... ну брови. По бровям все, в принципе, понятно. Все как всегда, тут никаких экспериментов. Сейчас покажу. Еще раз напомню, это у нас маркер Vivien Sabon. Оттенки 02, самый универсальный. И гель для бровей от Lux Visage. Вот такой, с красной крышечкой. Наверное, да. Наверное, все. Так, девочки, пока... Прикрепила микрофон. Пока у меня нет пуфа, сижу прямо на краешке ванны, вполне себе нормально. Итак, приступаем к тону. Я, кстати, когда крашусь, сразу наношу бальзам для губ. Кстати, я просто его уже нанесла без вас. Мой любимый от Laneige. Laneige, не знаю, по-разному называют. Просто шикарный. Вот я его и на ночь люблю. У меня, в принципе, не сохнут губы, потому что я всегда с блеском. Поэтому они у меня как-то не пересыхают. Но все равно я очень люблю их увлажнить. Очень красивый блеск с этим бальзамом. Можно просто вместо блеска его использовать. Кстати, консилер можно с этим кушоном и не брать, потому что при желании, если не прям такие синячки, то можно перекрыть и самим кушоном. Но иногда я люблю добавить и то, и другое, или... Нет, не то и другое, а в смысле иногда я не наношу под глазки кушон, а просто консилер. Но сегодня может быть, кстати, только кушон. Так, вот очень он мне хорошо по тону подходит. Сейчас, конечно, если я немножко подзагорю, то, наверное, уже нет. Но я вижу у других девочек, что он подстраивается и даже с загаром смотрится хорошо. Такое красивое, тоненькое покрытие. При желании можно сделать и плотнее. Немножечко поближе вас подвину. Так, все равно буду использовать кисть. Даже несмотря на то, что я наношу тон кушоном, все равно беру кисточку для тона, чтобы под глазками лучше распределить. Потому что, знаете, если чуть переборщил под глазками, потом... в складочке забьется тон и будет некрасиво. В уголках носа. Так еще пройдусь. Так, берем наши румяна. Ну вот как продукт для губ я не пробовала. Но он такой, знаете, муссовый. А вот для вместо румян на щечке очень красиво. Смотрите, он кажется такой прям темненький, да? Смотрите, я вот рисую прям такую, даже страшно, но он так легко тушуется, вообще, такой прям прозрачный, что если вы любите поярче, можно даже вторым слоем будет нанести. Так легко, смотрите, просто уже ничего. Хотя я первый раз, когда наносила, так испугалась, думаю, блин, знаете, когда сильно переборщишь с румянами, то потом уже
их не убрать, как бы ты там ни добавлял консилер, тональный крем или пудру, все равно иногда уже прям так грязно и некрасиво. Но здесь вообще нет такой проблемы. Все эти пигментированные продукты, это уже в прошлом. Оно нам не нужно, оно никому не нужно. Лучше немножечко добавить, если захочется поярче, потому что вот эти пятна, это нехорошо, девочки. У меня сегодня не свежая голова, поэтому мне вообще не нравится, как я выгляжу. Наверное, когда я посмотрю потом эти кадры с камеры, вообще буду недовольна. Кстати, можно остаточки вот прям продукта, который вы растушевали, вот немножечко прям так вот на глазки нанести. Можно вот сюда чуть-чуть, прям совсем остатки, чтобы такие красивые тени были. Так, дальше. У меня всегда наготове чистая влажная салфетка. Я вытираю губы. Конечно же, можно этого не делать, но так как я использую либо карандаш, либо какой-то тинт по контуру, нужно, чтобы они были сухими, чтобы продукт лучше нанесся и лучше держался. Так, тоже остатками тона пройдусь, чтобы было все сухо. Бровки расчесываю. Кстати, девочки, вот пока не забыла, хочу вам сказать, что мы с моей подружкой Олей решили сделать разбор гардероба. Я там тоже что-то собрала уже. И вам первым говорю, точно не на моей личной странице я буду это делать, я просто уже не могу себе такое позволить, там будет все-таки много продуктов. Скорее всего, буду делать на своей второй страничке Довнер Настя 2. Я оставлю в комментариях. Когда я все загружу, я уже потом оставлю, предупрежу еще в своем телеграме и оставлю, ну хотя не уверена, ссылочку в своем основном аккаунте, что вот началась распродажа, все там загружено, там какие-то наши вещи, там я хочу какие-то сумочки продать. Кстати, наверное, еще хочу продать свою дорожку беговую. Девочки, это супер покупка, реально вот всем нужно, но дело в том, что у меня сейчас как будто бы нет в ней необходимости, потому что у нас на первом этаже нашего дома просто спуститься в лифте, у нас есть зал, в который я могу ходить и ходить на дорожке. И я подумала, зачем она мне дома нужна, чтобы она мне место занимала. Вот, поэтому, не знаю, может быть, я пожалею об этом, потому что все равно удобно, когда дома, но в последнее вот время я думаю, что, наверное, она мне не нужна дома. Потому что, в принципе, я 2 раза в день хожу на тренировки. 2 раза в день, к счастью, нет. Хайлайтер добавляю. 2 раза в неделю хожу на тренировку в зал. И там перед тренировкой я хожу на дорожке. Потому что теперь намного раньше приезжаю. И еще как минимум 3 раза я спущусь к нам в спортзал. Там очень красиво, приятно, никого нет. Поэтому супер. Тоже взять с собой планшет, что-нибудь почитать, послушать, посмотреть. И шикарно. Вот, но вообще дорожка, если вы думаете, нужна вам или нет, потому что у вас не хватает активности, не знаете, будете ли ей пользоваться, то я думаю, что будете. Хотя, знаете, часто вот эти вот приколы, что поставила дорожку, 2 дня походила, потом на нее там какие-то вещи. Нет, у меня так никогда не было. Я реально ей пользовалась. Беру для бровей. Я вам так досконально не показываю макияж, потому что у меня все как обычно очень просто. Ничего я сверхъестественного не делаю, вы знаете, поэтому так просто. У нас больше болталка. Извините, пожалуйста, что не смотрю в камеру. Так, что еще? Губы. Значит, Кика 107, шикарный, как я вам говорила, очень аккуратно его наносим, он супер стойкий. Я только по контуру. Я уже наловчилась его наносить, и у меня не получаются такие прям пятна некрасивые. Девочка, давайте попробуем поставить вас по-другому. Не знаю, будет ли так лучше. Ну давайте попробуем вот так. Я буду смотреть и в зеркало, и вы меня будете хорошо видеть. Так вот, я уже наловчилась с этим фломастером, и у меня не бывает с ним уже факапов каких-то. Но вообще он засыхает просто моментально, поэтому нужно быть осторожненькой и все аккуратненько. Пускай он подсохнет, прям полностью схватится, и тогда я уже нанесу блеск. Так, что у меня осталось, собственно, реснички. Знаете, мне кажется, что мои уже выросли
За сколько? За 4 дня использования этой сыворотки. Ну, такое самовнушение. Но мне кажется, что уже все просто. Процесс запущен. Так, мне интересно попробовать новую тушь, тоже заказала на Wildberries, стоит там что-то 17-18 белорусских рублей. В Wildberries, в Инстаграм мне попался Reels, и там тоже девочка, ну, не знаю, говорила, что реклама, не знаю, мне вообще все равно, говорила, что она как раз-таки водорастворимая, и просто самая лучшая, я нашла ее на Wildberries, там очень много заказов, там что-то 30 тысяч, кажется, отзывов. Я думаю, ну, надо взять, попробовать. Потому что я же люблю, чтобы она была водорастворимой. Вы знаете, что у меня макияж глаз — это реснички, это мой максимум. Я на себе просто не воспринимаю никакие тени. Мне сразу очень такой тяжелый глаз, тяжелое веко, такое какая-то я сразу злая. Тетя какая-то прямо. Вот не люблю. Реснички просто все сразу красиво. Сейчас с вами еще будем делать гладкий хвост с новой расческой. У меня как раз сегодня голова, просто день балахадит, и я решила, что вот на третий день я обычно делаю себе хвост, либо уже мою волосы. Ну и гладкий хвост я тоже люблю. То есть она не прям ужасная, да, у меня нормально выглядит, но с прямыми волосами уже, ну в смысле с распущенными, уже не нравится. Надо либо вымыть, либо заплетать. Блеск добавляем. Чуть-чуть на центр. Готово. Такой макияж, минутка. Он у меня всегда одинаковый, меняются только оттенки блеска, слегка там оттенки губ и румян. Так что да, волосы. Сегодня, как я вам говорила, хочу сделать гладкий хвост. Кстати, тут еще удобно, что на этой расческе, она, девочки, стоит там $2-3. Что-то такое. Можно разделить, чтобы все было аккуратненько. Так, ну ладно, мне пока надо расчесать все волосы. Так вот, буду продавать, скорее всего, дорожку, но еще подумаю. Хочу продать свою сумочку Marc Jacobs, которая такая большая, помните? С которой там на тренировке можно ходить, на путешествия ее удобно. Если честно, как-то редко я ее носила, вот так на спорт носила. Как-то вот, ну, немножко не мое. Сейчас, потому что я хожу со своей этой LV Noe на тренировке, мне туда кроссовки прекрасно помещаются. И все супер. Она у меня просто стоит. Наверное, хочу продать свою сумочку Dolce Gabbana Сицилия, черную большую, потому что, опять же, у меня есть Hermes Herbeck, черный у меня этот есть. Ну, вторая часть у меня бежевая и черная, да. Потом, опять же, у меня из больших есть вот это вот LV Noe, которую я ношу, и Dolce как-то вот я ношу сейчас очень редко. Я сама покупала ее на скеле, ну, то есть уже винтажная, поэтому она там будет недорого стоить. Надо посмотреть. Я думаю, что, ну, будет нормальная цена. Для этой сумки, естественно, не $100, потому что, ну, она столько не стоит, но все равно будет цена приятная. Что там у меня еще? Какие-то... Посмотрю, короче. Какие-то там платья пару. Что-то там такое. Так. Значит, гладкий хвост. Я его никогда не делаю идеально, прям прилизанным, потому что я не очень такое люблю. Но все равно он у меня такой, чтобы был, знаете, аккуратный. Сначала я беру свою обычную расческу, формирую какой-то хвост. И беру новенькую расческу и уже приглаживаю все волосинки. Да, прикольно, она справляется именно с моими этими baby hair антенки, которые от Веледы вырастают. Ну, ей, конечно, можно сделать и просто идеальный гладкий. Ну, мне такой. Что-то среднее. Но длину ей не прочешешь. Ей только вот пригладить удобно. У меня сегодня по планам... Сегодня суббота. Обычно я в субботу уже не снимаю Инстаграм. Стараюсь в субботу закончить с влогом.
И уже, знаете, такой вечером полувыходной. Но сегодня буду снимать рилс. Хочу приготовить. У меня просто такая классная идея. Замороженное. Я, короче, купила... Сейчас пойду забирать на Wildberries такие формочки для мороженого. Сейчас я вам покажу. Хвост еще не готов, но хочу показать. Сейчас, секунду. Вот, смотрите, вот такие штуки. И я решила, что будет классно заморозить клубнику. Какие-нибудь там сочетания манго, апельсин, банан. Так заморозить и просто в жару есть, либо использовать как основу для смузи или основу для чая. Что-то я поторопилась и плохо завязала хвост. Вот, поэтому хочу сделать заморозить, и как раз хочу это сегодня снять. Поэтому сегодня у меня в рилс будет такая прическа. Вам уже покажу либо готовый результат, либо вставлю сам рилс, если он успеет смонтироваться к моменту. Не, ну точно успеет. Так. А завтра, девочки, я иду на массаж. Господи, у меня такое ощущение, что я хожу только по массажам. Но, конечно же, нет. Просто вот у меня сейчас этот LPG, ой, не LPG, а Айкун курс я прохожу. И мне моя Оля дарила на день рождения, еще на минуточку, у меня день рождения 19 декабря, дарила мне сертификат на массаж, какой-то тоже такой прикольный салон, на основе, на косметике Ла Султан де Саба, знаете, такой запах прекрасный, в общем, все такой расслабляющий, и он у меня заканчивается на следующей неделе, этот сертификат. И я, как обычно, в последний вагон записалась, и завтра на 9 утра. Так что завтра, когда буду открывать вам этот влог, уже буду лежать и кайфовать. Такое у меня будет прекрасное начало дня. Так. Сейчас пригладим. Для гладкости, чтобы вот эти все пушистики зафиксировать, можно использовать либо лак для волос, либо какую-то пасту. У меня вот такая паста от Got to Be. Я покупала в Польше ее еще, наверное, в прошлом году. Просто беру. Можно прям так в ладошках. И вот так вот, видите, прям белая она. Но мы сейчас это расчесочкой все сделаем. Кстати, это правильнее было бы сделать перед тем, как завязать хвост. Ну, в принципе, у меня даже такой чуть-чуть и прилизанный получился. Кстати, вот прям на грязные волосы, ну вот прям вообще, когда уже прям мыть их нужно, мне не нравится, когда прям они, ну, как-то некрасиво делается этот хвост, ну, по крайней мере, на мне, поэтому мне нужно что-то такое, когда они уже не свежие, но и не прям уже, что прям самой некомфортно. Я, в принципе, сама так не люблю, и прическа мне так не нравится. Вот, но когда вы пасту добавляете, то, в принципе, оно так хорошо смотрится. Ну, для меня, по крайней мере, это не эффект, что у меня там просто жирная голова. Ну, это как кому, конечно. Ну, и все. Ну, все, расческе ставлю лайк. Гладкий. Хорошо зализанный такой хвостик получился. Конечно, не с этим платьем. В общем, пойду переодеваться и работать. Бонечка, как вы видите, тоже, как обычно, занята своими делами. Отдыхает, устала непонятно от чего, ну, в общем, все как обычно. Животик, моя собачка любимая. Так, сбегла на Wildberries, забрала тушь. Нужно было не красить реснички, чтобы попробовать, но ничего, уже завтра попробую. Такая красивая упаковка, классная. Пересыпала я свою муку. Кстати, решила оставить даже стаканчик. Не знаю, нужен он мне или нет, но пускай будет. Очень удобно, ну реально, посмотрите. Реально классно. И забрала с Wildberries. Мне не очень нравится такой контейнер. Мне нужен был для пасты. У меня были круглые вот таких, но мне тоже неудобно. Не знаю, посмотрим, как будет с вот этим. Ну, как бы, мне просто визуально он не очень нравится, но вот мне нашелся только вот такой. По удобству, не знаю, как будет, но почему бы и да. Посмотрим, выглядит это неплохо. И что мне еще пришло? Ну, вот эти вот штучки.
для мороженого. Девочка вернулась с Wildberries и зашла посмотреть комментарии под предыдущим влогом. Я, конечно, постоянно это делала, но мне просто вот хотелось что-нибудь еще обсудить во влоге и посмотреть, что же там такое интересное можно, на что интересное можно такое ответить. И у нас в прошлом влоге была тема про отношения. Я очень редко затрагиваю эту тему, вы знаете. Это для меня что-то такое максимально личное, сокровенное, то, что хочется оставить только для себя. И у меня, в принципе, я такой человек, у меня нет потребности делиться, вот знаете, там, своей личной жизнью в каких-то там подробностях и так далее. Не потому, что я хочу что-то скрыть, а потому, что это вот такое вот только для меня. Но у нас с вами здесь такая дружеская атмосфера, которую я просто обожаю. И хочу, чтобы у нас здесь было такое, знаете, сообщество, как я всегда говорю, я рассказываю, как для своих подружек. И здесь так тепло, душевно, по-настоящему. Я здесь не пытаюсь казаться лучше. Просто вот, все как есть. Я ничего не подбираю, не думаю, о чем я буду снимать. То есть все, вы знаете, такой вот просто какой-то максимальный лайф. Вот как льется, так и льется. Никакой вообще подготовки, плана у меня здесь никогда нет. И меня попросили показать мои свадебные фотографии. Я это не делала просто никогда. Меня просят везде, во всех соцсетях. И я нигде не планирую это делать, но здесь вам покажу что-то, какие-то частички. Потому что на самом деле очень много раз уже спрашивали. И опять же, потому что мы здесь с вами подружки, мне приятно поделиться какие-то моменты своего прошлого, как настоящего, но свадьба уже давно в прошлом, вспомнить и показать. И, кстати, еще перед этим тоже там я что-то читала, что кто-то там спрашивал про мое образование, я тоже много раз рассказывала про мою работу, кто-то вообще не понимает, что это такое, это все нормально, это все понятно. По образованию я экономист-менеджер, училась на факультете экономика и управления. Вот, то есть экономист-менеджер, но я по специальности работать не планирую. Вот, я себя абсолютно точно нашла, я занимаюсь тем, что я люблю, тем, что мне нравится, но, девочки, вот то, что вы сейчас смотрите, это не моя работа. В смысле, влог, YouTube, у меня есть монетизация, я не скрываю, но там совсем маленькая сумма. Наверное, чтобы себя хорошо чувствовать на YouTube, нужно, чтобы были просмотры каждого видео там от 100 тысяч, и ты их, соответственно, несколько в месяц делаешь, тогда что-то такое интересное, да, то есть, можно там оставить свою какую-то работу и, в принципе, вот, развиваться на YouTube. Но здесь у меня сейчас, там вообще там совсем небольшая сумма, я даже ни разу ее не выводила, поэтому я не отношусь не поэтому, а я не считаю YouTube своей какой-то работой, и здесь я все делаю абсолютно по своему сердцу, как я чувствую, хотя, собственно, у меня везде так есть. Зарабатываю деньги я, девочки, только, наверное, в основном у себя в Инстаграм, у меня большой довольно блог, у меня очень мало рекламы, просто вот столько. То есть, наверное, 95% контента, который я публикую практически ежедневно, я его снимаю, бесплатно. В смысле, там нет рекламы. Реклама у меня каждый месяц совсем немножко, потому что мне так комфортно. У меня нет там цели в каждом видео вставлять рекламу и... кто-то так делает. Мне просто... Я бы так не... Я бы быстро выгорела и перестала бы, наверное, этим заниматься. Вот. А с Ютубом... Опять же, вы знаете, что я... в принципе, это очевидно, что я довольно дисциплинированный человек, и вы видите, что у меня здесь нет никакой мотивации, в смысле денежной, да, но каждое воскресенье в 9 утра выходит новый влог, потому что, каким бы это ни было моим хобби, все равно, наверное, когда ты относишься к этому серьезно, тогда ты... придерживаешься какой-то дисциплины в этом, да, вот, а я такой человек, я все равно серьезно отношусь. Конечно, если бы я занималась только YouTube, он бы выглядел у меня совсем по-другому, потому что я умею красиво снимать, и умею красиво передавать кадры, и умею красиво видеть через камеру и показывать это, но это занимает очень много времени, поэтому просто я не уделяю качеству здесь такое, прям особое внимание, потому что есть еще много всего другого, да, вы знаете, что я веду просто 10 соцсетей. Вот, но не об этом. Я вам покажу, Савечка, свой свадебный альбом. Он у меня тут был спрятан. Конечно, мы его не смотрим каждый день, но, в общем, уже что-то можно увидеть. Про нашу свадьбу, как я вам и говорила, я вышла замуж довольно рано. Мне было 21 год, Саше моему было 24, исполнялось там уже 25. То есть мы такие довольно молодые, мы начали жить вместе. Вот он мне сделал предложение в 2016 году. И
8 мая он мне сделал предложение, и 15 мы уже стали жить вместе. Ну и свадьбу планировать на следующий год. То есть мне было всего 20 лет, ему 23. Вот. Но, как я вам и говорила, я ребенок, который сразу родился взрослым. Поэтому вот реально я вам скажу, что в 20 лет, конечно, я отличалась и сейчас, и тогда. Это разные люди, там, по наполненности, по какому-то опыту, и понятно. Но все равно в 20 лет, насколько это возможно, я была взрослой. То есть в самом деле я, абсолютно осознанно подошла к нашему браку. Не то, что там это какое-то там просто какие-то встречалочки, я там ребенок. Нет, совершенно нет. То есть я была готова к семье, и мой муж тоже как бы для мужчины до рано, наверное, не было, да, 23 года. Но хотя это все от человека зависит. Вот, поэтому мы вместе с довольно такого, не раннего возраста, конечно, но еще, скажем так, немножко зеленые. Вот, но, как я вам тоже, боже, 100 раз просто говорю, я вам говорила, как я вам говорила, вы поняли. Мы все равно растем вместе, развиваемся вместе, и, к сожалению, да, так бывает, когда рано выходишь замуж, вы там вместе растете, и кто-то там за кем-то не успевает, или кто-то другого перерос, я говорю в хорошем смысле. И как-то вот, знаете, вот выросли и другие ценности, другие взгляды, к счастью, я не суеверная, но постучу. У нас не так, мы как-то все экологично, если можно так назвать, все хорошо, вместе мы растем, успеваем друг за другом, поддерживаем. У меня потрясающий, конечно, муж в плане там поддержки, у меня никогда такого не было. Нет, это не делай, нет, это не получится, нет, вот это, конечно, очень круто. Вот он всегда меня во всем поддерживает, и я за это очень благодарна. Вот, и я, в свою очередь, тоже стараюсь его во всем поддерживать. В общем, тоже очень им горжусь. Давайте посмотрим, что я хочу вам показать. Первая фотография, боже, девочки, это качество распечатки, такие ужасные цвета. Вот. Наша первая фотография. Видите, у меня такое абсолютно простое платье. То есть у меня была свадьба в 2017 году. Сейчас я бы тоже его вполне себе надела. Мне кажется, что оно такое аккуратненькое. Не знаю, изменилось или нет. Я, конечно, сейчас не с таким макияжем, с такой укладкой, но мне кажется, что, в принципе, я и тогда нормально выглядела, и сейчас тоже нормально, если красиво накрашусь и уложусь. В общем. Вот, извините, конечно, за эту распечатку. Тут просто эти фотографии, они выцвели, они лежали понятно где, поэтому такой цвет слишком зеленый. Но в общем, все такое простое, аккуратненькое, но мне кажется, в моем стиле. Вот такая спинка на платье, мне кажется, тоже симпатичная. В общем, 8 лет назад, и сейчас мне кажется, что оно меня отражает. Здесь на этой фотографии слева Сашины родители и справа мои, папа с мамой. К сожалению, моей свекрови уже нет с нами, но она была просто потрясающей женщиной, и тоже мы все, конечно, очень тяжело. Невероятная благодарность Сашиным родителям, потому что они воспитали просто прекрасных ребят, и Сашина сестра замечательная, и муж мой, вот мой папа, мама. Я и на папу, и на маму похожа, если честно. Вот, но на папу, видите, я такая сама по себе темненькая, и папа мой вот такой цвет кожи чуть темнее. В смысле, не прям белый, и у меня из-за этого я не прям такая белоснежка. Хотя светлая, но папа мой вообще прям, он всегда как будто бы загорелый. И волосы у меня в папу густые, такие, и темненькие. Брови, ресницы. Мой селфи я делала, когда меня накрасили, я переделывала макияж сама, потому что слишком яркие глаза мне прям не нравилось. Я там немножко растушевывала и губы переделывала, потому что мне не нравились. Девочки, я только что вспомнила, что у меня есть другой альбом свадебный, там с красивой распечаткой, но я что-то не могу его найти. Сейчас посмотрела везде, нигде нет, поэтому, ладно, как есть, немножечко вам показала. Кстати, наше свадебное путешествие. Это, кстати, было наше первое море, девочки, в 21 лет. Все наши путешествия, 21 лет, в 21 год, все наши путешествия, они вместе, в смысле вместе в первый раз, и мой муж никогда не был на море, и я тоже, и, в общем, на самом деле это очень круто сейчас, что все наши эмоции увиденные, все места, которые мы посетили, мы их разделяем на двоих. Это очень круто. Вот, ничего страшного. Лучше поздно, чем никогда. Вообще никогда не поздно поехать на море в первый раз. Вот, поэтому мы задали себе такую традицию
И вот после нашей свадьбы каждый год обязательно минимум один раз мы куда-то едем на море. Ну, в какое-то новое место, в какую-то новую страну. Вот, так что... Это мы были в первый раз, кстати, в Турции. Очень мне понравилось. В Анталии. Потом мы уже второй раз ездили в Мармарис. Тоже мне очень понравилось. В Кемер мне тоже очень понравилось. Такие мы загорелые. Я в таких шортах ужасно просто. Но тогда это было нормально. Но сейчас я, конечно, такие короткие шорты уже никуда не надену. Ну, в принципе, в отпуск нормально. Просто какая-то красотка. Посмотрите. Такая была красотка. Мне нравится такая фигура. Сейчас, в принципе, ничего не изменилось, но вот эта часть мне не нравится. Моя не на фотографии, а в жизни. Вот, поделилась с вами своим таким самым личным. Кстати, тут тоже какая-то выцвевшая фотография. Ну, вообще, прям ужасное качество распечатки. Но она просто... Не знаю, где она была, просто выпала. Мы тоже венчались. Ну, это по-русски, да? То, что я вам говорила, что все эти термины я знаю только по-польскому. Ну, все вот эти вот костёльные, как это у нас называется, ну, в общем, мы говорим там брать шлюп. Вот, поэтому тоже ходили. Саша мой был, ну, нельзя так, наверное, сказать, ну, православным, но у них как-то так не было такого в семье, что они там ходили, как положено, там, в церковь, ну, потому что дело в том, что у Саши родители католики, а они с Машей православные. Не будем углубляться, ну, Маша это его сестра. Ну, в общем, так вышло. Вот. И они как-то там особо по своей религии, особо там... Они верят в Бога и все такое, но просто не ходили они, в общем, там особо ничего такого у них не было. Какие-то там, знаете, вот как у нас есть... Ну, наверное, тоже, да, на религию у вас там... Не у вас, у православных, как это называется, тоже ходят до первой исповеди, да? Вот. У них такого не было. Поэтому Саша мой... Мы перед тем, как... обвенчаться. У нас там тоже была такая подготовка. Он там тоже учил, что ему нужно. Мы вместе ходили. Там такая как-то, ну, такая, не знаю, может быть, 1 или 2 раза в неделю, несколько месяцев, по-моему, мы ходили. В общем, готовились, ему там нужно было что-то выучить. И он сходил тоже до первой споведи здесь, получается, в костёле. И мы обвенчались. Вот это сразу было в день нашей свадьбы. Ну, для меня, если честно скажу, это, ну, важно. Потому что я человек верующий, я не настолько, что я там... не будем, девочки, говорить на эту тему, потому что она очень спорная. Ну, просто этого, в принципе, достаточно, что я человек верующий. И, в общем, ну, для меня это тоже был такой важный момент. Вот поэтому вот так. Надеюсь, что поставили лайк, потому что это, правда, для меня очень сокровенное. Так, девочки, у меня уже готово. Смотрите, какая красота. У меня получилось очень много. Разные вкусы. Здесь у меня в самом низу клубничка. Они еще не замороженные, я только-только закончила. Дальше у меня здесь манго, апельсин. Здесь у меня ананас. С чем? Господи, с чем же ананас? Забыла, девочки, я напишу. А здесь у меня что? Это я вам рассказала. А здесь у меня яблоко, киви, клубника, банан. И что еще? Что еще? Ну, наверное, все. В общем, очень вкусно. Просто слюнки текут. С чем же у меня нет? Подождите, вот это желтое. Это манго и апельсин, правильно? Да, а здесь ананас. Ананас-банан, что ли? Да, наверное, да. Ну, в общем, интересные вкусы. Очень много. Уверена, что это будет вкусно. Девочки, еще один влог, в котором мы с вами стали ближе. Как обычно, благодарю вас за просмотр. Желаю вам самой прекрасной недели. Благодарю за пальчик вверх, который, я надеюсь, вы не забыли поставить. И увидимся совсем скоро. Пока-пока.